Готовы? Всем привет. Это селектор Pro, извините. Меня зовут Юрий Марченко. Сегодня я буду мешать трем умным людям рассказывать о том, как зарабатывать, если ты музыкант. Умные люди — это Игорь Тернопольский, всем известный менеджер, продюсер. Я сегодня прочел его интервью и выяснил, что он одновременно и менеджер, и продюсер. Интервью 2015 года. Джамала в первую очередь, но много других еще проектов. Григорий Фатьянов, человек, который тоже немало знает о музыке. И Камил Саттар, наш гость из Великобритании, которая с 2001 года занимается музыкой и, в частности, цифровыми ее аспектами. Первое, что я хочу спросить, это, во-первых, я хочу признаться, что я ничего не смыслю в музыке. Я в жизни слышал несколько песен, поэтому меня позвали, но все равно буду задавать какие-то вопросы, в основном идиотские. Например, я молодой, талантливый музыкант. У меня есть десяток песен, которые нравятся всем моим друзьям. Что мне с ними делать? Мне загружать их в YouTube или... You don't hear us? Yes. My question is, if I'm a talented young musician, what should I do? I should try to put my songs on YouTube or... Попросили 1 минуту, чтобы наладить звук. Извините. Давайте пока я задам самый важный вопрос. Насколько выросли гонорары Джамалы после Евровидения? Ну, вопрос неприличный, я сразу скажу. Всем привет. Классно, что собрались в субботу. Там солнце, Кураж-базар, что-то все свои, все тусуют. А вы здесь. Классно. Значит, вам, наверное, это нужно. Значит, Юра, вопрос неприличный, потому что гонорары обязательно должны были вырасти. И так и происходит. Но вопрос, наверное, более правильно сформулировать, насколько выросла покупательная способность среднего украинца и в какой экономической ситуации мы находимся. Поэтому как бы далеко и не распространялись наши амбиции в этом плане, мы не можем прыгнуть выше головы, и тот рост популярности и известности артиста, он, к сожалению, не привязан линейно к росту гонорара. Поэтому мы смогли это сделать в рамках того, насколько этот рынок может реагировать. Учитывая, что большая часть территории для нас закрыта, на которых Джамалу хотят, знают и любят много лет, вот, то несущественно он вырос. Цифру ты не назовешь? Цифру не назову, потому что это очень интимный вопрос. Но если бы мы с тобой были как парень с девушкой, а я спрашиваю у тебя, ты... Ладно, давай не развивать эту тему, он интимный, окей? Это не в разы. 10, 20%, 50%. Хорошо. Я молодой, талантливый музыкант. У меня есть десяток песен, которые нравятся всем моим друзьям. Что мне с ними делать? Я тоже должен отвечать. Может быть, как-то... Что делать с песнями? Ну, песни, безусловно, главный двигатель интереса к артисту. Это самое важное, что может быть. Но надо понимать, что это за песни и насколько они откликаются в аудитории, насколько это ей интересно. Поэтому это все очень индивидуально. Количеством песен мы тут не возьмем. Качеством песен иногда тоже не возьмем, потому что все должно быть создано в рамках той конъюнктуры и того контекста культурного, в котором мы сейчас находимся. То есть время, место и своевременность появления артиста, да, это очень важно. И поэтому все должно совпасть. Что с этим делать? Ну, каждый выбирает там свой какой-то путь, но, безусловно, надо стараться все сделать одновременно. То есть должен появиться менеджмент, должен появиться своевременный хит, должна быть готова концертная составляющая, надо уметь это играть, надо уметь общаться или найти людей, которые умеют общаться. Вот тогда это, наверное, даст какие-то результаты. Если вы сделаете все последовательно, скорее всего, это принесет разочарование. Ну, например, у вас есть хорошая песня, но вы не знаете, куда ее отнести, и не успели снять на нее клип, и не успели собрать вовремя концерт. Скорее всего, вы все пропустите, даже при том, что песня очень хорошая.
Ты хоть жизнерадостным голосом это говоришь, потому что собрались люди, что делать молодому музыканту? Ничего не получится, ребята. Все будет очень плохо. А вы как считаете? Да, я думаю, на самом деле все будет хорошо, если, как Игорь сказал правильно, сделать все последовательно и быть готовым к этому успеху отчасти. Потому что в большинстве бывает так, что артисты делают, не уделяют внимания каким-то деталям, а потом эти детали вылезают им боком, как говорится, и с этого все начинается самое интересное. На то, что не нужно было тратить время, условно говоря, в этот момент, когда артист становится популярным, он начинается разбираться с какими-то контрактами, с какими-то рекламным использованием их композиций в различного рода там фильмах, где-нибудь еще, и то есть тратится время непродуктивно. Поэтому нужно быть готовым, и нужно заложить фундамент для того, чтобы потом артисту и его менеджменту было легко работать. Ну и самое главное, наверное, это то, что если артист действительно серьезно хочет заниматься музыкой, развиваться как-то, то он должен найти правильных людей, которые будут помогать ему в этом, потому что в большинстве своем как бы у нас артисты — это и менеджер, и букинг-менеджер, и человек, который загружает музыку, который пытается разобраться в контрактах, но, как обычно показывает практика, до добра этого не доводит. Поэтому основная еще такая цель для артиста — найти своего менеджера, с которым будет ему комфортно, удобно работать, которому он будет полностью доверять, и у которых будет взаимоотношения строиться на доверительной, действительно основе, потому что, как показывает практика, опять же, когда артисты заключают контракты с менеджментом, потом это все не очень хорошо заканчивается. То есть здесь важен тот человек, который будет твоим проводником в этом музыкальном мире, в музыкальном бизнесе и так далее. Камил, а как вы считаете, можно обойтись вообще вот без этих людей? Если музыкант действительно талантливый, может ли он обойтись без менеджмента и добиться популярности? I think that you can work to a certain extent without a manager. I think the microphone is not working. Hello? It is. Oh, sorry, I meant to say Dobry Den, everyone. Thank you for coming. I wanted to say that it depends on the artist. If the artist has high hopes, then he needs a good team, as these guys have said. If you are a one-man band, you've made your album in your bedroom, you want people to listen to it, you have all the means in the networks out there to make your music available. There's places like SoundCloud, there's the Bandcamps of these days, there's all these places where people can access your music, YouTube, and then from there you build your audience. There's lots of people in bedrooms, or there's lots of people becoming artists in their own right and have cultivated followers in places that they didn't even know that they had an audience. There's artists that have been picked up by major labels in the UK who have been very underground, and they know where their audience is because the analytics that they see back from Google Analytics shows how many people and from what countries have been accessing their music. So it's become a lot easier. But also you've got to be able to get your package right. And you have to get your artwork right, you have to get your story correct, it has to be the same across all platforms, and you have to be genuinely engaged with your fans. You have to be able to create your super fans, and playing live is the most important part of all of this. You have, the young bands out there, if they're doing a small town touring sort of environment, this is where they're going to create their followers from the very beginning, and getting that right is very important. So yes, it's not just good enough just to make some 10 songs and think, yeah, I'm going to be great, this is the best thing I've ever done. You have to have the opinion, and you can see through a bit of perseverance through your online analytics of what songs are doing well and what songs aren't. Я понимаю, что не вам задавать этот вопрос, но все-таки без вас может музыка найти путь к слушателю? Вот на первом этапе может группа стать знаменитой без вас, без профессионалов, без менеджеров? Может, наверное, да, потому что, в принципе, с учетом того, что, как сказала Камила, любой артист сейчас может записать неплохую песню даже если у себя, условно говоря, в спальне, и выложить ее в интернет, и в одночасье, скажем так, она попала в нужное время, в нужное место, стала популярной, и на определенной волне такого хайпа артисты могут ворваться. Но потом, как показывает практика, им нужно обращаться либо к агентствам, либо к менеджеру, какому-то профессионалу, который позволит это все систематизировать, структурировать и позволить им двигаться вперед уже
с базовыми какими-то своими знаниями, которые он может передать этой группе. Поэтому одно дело попасть, другое дело удержать этот успех, и без уже профессионалов в этой индустрии не обойтись. А вы знаете примеры музыкантов, которые вот сами пробились? Мне приходит в голову Петр Налич, наверное, его песенка «Гитар-гитар». Ну, из наших артистов Brunette Shot Blondes, которые стрельнули буквально там с 2 песнями. Но потом, естественно, как бы им так стало немножко сложнее на этой сцене оперировать, потому что так или иначе у них тоже есть свои амбиции, с которыми они как бы пытаются справиться. Там, но, тем не менее, как бы так или иначе они обращались потом ко многим людям, которые могли бы им помочь в дальнейшем продвижении. Камил, а вы знаете примеры в Великобритании или где-то еще групп, которые сами нашли путь к слушателям и стали знаменитыми? Вот такое говорили про Hearts. Не знаю, как это. Okay. Yes, there's been examples of bands that have started in the early days of MySpace. And MySpace was one of the first social networking sites where people posted their music. And the band, the Arctic Monkeys, started on MySpace. They posted up songs that they had recorded locally, and the followers started to get bigger and bigger, which picked up the ears of the record labels. And people were, going to small venues, small pubs around Yorkshire to listen to them, and they were coming from all over because they heard them on this platform, which had the biggest reach of a young audience that had never been, social networking in that way before. So that was one of the first examples that I can tell you that started this way. Yeah. Как вы вообще относитесь к тому, что из музыки исчезла вот эта ритуальность? То, что, чтобы послушать или записать, ты должен был совершить ряд неких действий, там, поставить пластинку, например, или пойти в студию звукозаписи, чтобы все это сделать. А сейчас можно нажать кнопку или самому написать музыку у себя в ванной. Как вы относитесь к тому, что пропал ритуал? Ну, это прогресс называется, это нормально. Мы можем восхищаться временами, когда было все по-другому, и много об этом говорить. Наверное, сейчас об этом снимается много фильмов, написано множество литературы. И очень важно знать историю, понимать, как это было в другие времена. Это важно. Для того, чтобы понять, как действовать в новой ситуации, в которой мы действительно можем записать на кухне совершенно там легендарный трек, который будет кормить артиста много-много лет. И суть производства не в том, чтобы производить, а в том, чтобы создавать что-то, что будет нравиться людям. Поэтому правила игры в целом остаются похожими, а средства, да, они меняются. Это просто инструментарий. Поэтому я лично отношусь к этому легко и пытаюсь смотреть в будущее и понимать, представлять себе, как это будет дальше. Ну и, в принципе, на мой взгляд, всегда находятся люди, которые устают как бы от этого прогресса, и, как показывают вот события там, последних 2-3 лет на том же рынке или в Великобритании, что продажи винила опять возвращаются на, не на те позиции, которые они были там лет 10-15 назад, но, по крайней мере, хорошо объем пластинок, точнее, реализуемый объем пластинок увеличивается из месяца в месяц, и так или иначе есть и люди, которым это интересно. И причем самое, что интересное, опять же, там по статистике, это в основном молодые люди, которые устали отчасти от стриминг-сервисов, хотят попробовать вернуться к тем, скажем так, корням, на которых воспитывались их родители и так далее, попробовать, как это, ощутить там музыку на кончиках пальцев, поставив ее на виниловый проигрыватель, опустив иглу, и чтобы вот эта магия происходила у тебя на глазах. То есть понятно, что технологии, они развиваются стремительно, и сейчас уже больше, скажем так, идут не классические какие-то действия там, со стороны там, лейбла или кого-либо еще, а больше уже какой-то маркетинг включается, потому что то количество артистов и то количество релизов, которых выходит ежедневно, как бы оно растет в геометрической прогрессии, и уже выделиться на этом фоне хорошей музыкой недостаточно, просто тебя могут не услышать, скажем так, в этом огромном потоке, и поэтому уже включаются как бы другие механизмы совсем. Но, тем не менее, люди так или иначе возвращаются к корням, и винил — одно из его проявлений, как бы таких, которые в мире как бы
по тенденции, скажем так, потребления пользователей виниловых пластинок увеличить, что в Америке, что в Японии традиционно, как бы, что в Великобритании. Камила, вы во многом виноваты в том, что произошла вот эта цифровая революция, что исчезло волшебство из музыки. Ты не производишь некий ритуал, чтобы создать музыку или послушать ее, ты просто нажимаешь кнопку. Что вы думаете об этом, о том, что магия исчезла? I don't think the magic has ever gone away. I think that's not a very good way to... I think when people create, they create from the heart and they create something that's very important to them and they have something to say. And it's very interesting being in Kyiv and understanding just the political situation and the fact that this industry in this town in the country is quite new and it's quite exciting and there's lots to write about, and I would be really excited to be an artist here right now because you're looking at the rest of the world and you're seeing where other people have gone wrong. You could do something as a little bit more special and a little bit more right. And I think that's really, really quite a great thing to do. And it doesn't matter how the recording process happens. As long as the message is there and as long as your conviction of your music is completely true and amazing, then people will connect to that. And I think, it is harder for artists to be, to be heard above the noise because listening to the music that's being played even in this venue, a lot of it is Western music, a lot of it's coming from the outside, and you think, well, how can I get myself heard above the noise that's happening from everywhere else that people are sort of tapping into. And I think that's a challenge. That's a challenge for the local market here, is creating an industry that is very localized but very important, and it's a voice of the people, from the youth of this town, of this country. And that the industry will start to develop in its own way, and you can look at other examples of how people have got their music and become a credible artist. And you find that the credibility of an artist is not about how much marketing they've got behind them. It's about them being clever and creative and using the tools that they have to do something quite special and very genuine. A lot more people are becoming a lot more. They can see through the noise. They can see through it's not artificiality of music, and they want to hear something a little bit more genuine. And me seeing that, the Bon Ivers of this world, people, for instance, they just go to a mountain and record something in a hut and bring it back down, and where it's coming from, and there's a story around the song, and that's, for me, is the magic of making music. It's not about vinyl sales, it's not about the format it's in, it's the message you're telling. У нас все-таки панель про заработки, поэтому вы знаете, кто самый богатый музыкант в мире? Пол Маккартни. Это он на втором месте. На первом оказался Боно из U2, и он заработал на Фейсбуке. Он купил когда-то на 80 миллионов акций, они выросли до 1,5 миллиарда. Так что выдающийся альтруист, еще и выдающийся бизнесмен оказался. Второй Пол Маккартни, третья Мадонна, у него 800 миллионов. Но зарабатывает каждый год больше всего, вот на протяжении последних 2 или 3 лет, Тейлор Свифт. И, насколько я понимаю, главный заработок по всему миру для музыканта сейчас — это гастроли, это концерты. Правильно? Может ли это когда-либо измениться? Может произойти... Я думаю, что на нашем веку может произойти столько изменений. Например, замена реальных денег на криптовалюту, смена ценностей у людей, количество лайков, которые они получат за то, что им нравится что-то такое, что нравится всем остальным. И ты сам начнешь монетизировать деньги в силу своих интересов. В общем, может произойти все, что угодно. Да, я считаю, что может измениться как угодно, и концертный бизнес сейчас, в цифровую эпоху, когда очень многое досталось бесплатно, он действительно последнее, что ты можешь материально, купив билет, пойти на концерт, увидеть своего
настоящего артиста, а не его голограмму или какую-нибудь там трансляцию где-нибудь в новом каком-нибудь интернете. Поэтому сейчас так, через 10 лет может быть по-другому, а через 30 мы, может быть, будем смеяться о том, что сидели и вообще такие глупые вопросы друг другу задавали. Ну, мне так кажется. Вы как считаете? Какова следующая модель монетизации музыки? Ну, я думаю, что просто деньги, там, допустим, с тех же цифровых сервисов, они так или иначе скоррелируются и подтянутся приблизительно к тем же заработкам от цифровых продаж, которые были там несколько лет назад, или от тех же продаж на физических носителях. Но последние 10-15 лет во всем мире, конечно, ситуация изменилась. Игорь правильно сказал, что все может поменяться на нашем веку, но так или иначе, как бы гонорары с выступления, они все равно на первом месте стоят, они пока что не сравнятся ни с чем. Ну, отчасти, конечно, может быть какая-то синхронизация, успех там плейсмента в какой-либо фильм большой, высокобюджетный может изменить картину для одного конкретного артиста в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной гастроли и деньги от них пока что на первом месте. Камил? Yes, I agree. I think it's a combination of everything. In terms of the market here, you don't make money from selling music, and in the UK and in other territories, it's a key driver. You would always work out your budget of how much music how much you would have to spend to make your money back. So, for an artist in the Ukraine, it's very important to see, if you want to see money from your recordings, then the market here is not going to give you that. You're not going to get that, and your touring is your key driver for revenue. But also the synchronization which I'm sorry I don't have enough experience on to give you good tips on that, but there is a lot of organisations out there to help you get your under the right noses of the right sync partners and to get those lucrative sort of like blockbuster things. But if you're looking for money in distribution of music and your actual recording itself, then your streaming revenue has to be something that you have to take very seriously. People talking about vinyl sales. Vinyl sales, yes, they are growing, but they're not going to make up your. They're not going to make the cost back to you in terms of the production of vinyl. Vinyl is very expensive. It's an expensive commodity and it sells at premium prices. And if you're a young artist, you don't have the budgets to do those kind of things. In the UK, we're seeing that vinyl sales are coming from catalogue. It's not new releases. And if it is a physical product, it's a gimmick. It's something that's a 7-inch that you give away, or it's part of the bundle that you sell on Bandcamp. But there needs to be some changes in places like YouTube. YouTube is the primary place for young people to experience music. A lot of people, 62% of the UK market in the sort of 15 to 20-year-olds are listening to music on YouTube. And YouTube is paying the least amount of money to artists back to labels to then have the split that goes back to the artist. So once those and there's lots of lobbying going on in Europe for people like YouTube to start paying a lot more back to the copyright holders. If you're selling well on iTunes or Apple Music, then you're doing well. Those kind of guys are the ones that will pay you better for your stream rates than anywhere else. If you go to Spotify, then your aim is to be on the playlistings. You have to be on a niche playlist that is doing well. You have to be on the Tastemaker playlisting. So the traction is then going up to a profile of your music, which will then get the attention of the bigger editors out there who make the bigger playlists. But for a long-term goal, you have to look at the whole market. You can't just concentrate yourself on one or think it's not going to happen because you're a Ukrainian artist and you're not going to get any money here, but you have to look a bit bigger.
if you make your music available worldwide and you're looking at marketing yourself in areas that you might be touring in, then you do marketing on Facebook or wherever your audience is. You market to those guys and you say, I'm coming to your town, come and see me. Here's a link to my album, please buy it here. You have to give those calls to action all the time. And the artist has to do that, and the team around them have to do that. You always have to think, how am I going to be able to afford to live, and how am I going to feed my children, or if you've got children, and you have to be quite blatant about it. Don't be shy. People have to support artists, and a good way for them to do that is for them to pledge for you to support you through buying your music, and that's something that needs to be cultivated a little bit more in this market, I think. А вот главный доход музыкантов приходит от гастролей. Если не секрет, это плохая подводка, ты захочешь сказать, что это секрет. У Джамалы, например, какой процент дохода идет от гастролей, какой от продажи дисков, какой от цифровых сервисов? У нас с тобой один микрофон будет меняться. От гастролей, я думаю, что это процентов 90, нет, может, чуть меньше, может, процентов 80 дохода это концерты. Последний год был специфический, мы достигли там каких-то таких значимых для рекламного рынка отметок, когда мы стали лидером. Что, громче? Хочу просто сказать, что это связано, наверное, с победой Джамалы на Евровидении. В прошлом году она выиграла, если... Да, спасибо, Юра. Наверное, кто-то, может быть, Камила не в курсе. Все, мне кажется, это знают, но... Да, спасибо тебе за дополнение. Действительно, это было важно, потому что для рекламных контрактов это стало опорной точкой, и они, конечно же, в этом году поменяли этот баланс. Мне сложно сказать, наверное, они забрали на себя большую половину дохода, но в целом это в среднем где-то 80% это концерты и 20% это вообще все остальное вместе взятое. То, что касается сборов от продажи музыки и сборов авторских вознаграждений там всех типов, я думаю, что это не больше 10%, и мы пытались за это бороться вначале, я пытался разобраться в ситуации, куда же деваются деньги, а потом просто понял, что в стране, в которой все можно получить бесплатно, нет совершенно никакого смысла покупать, и эти деньги, они не то, что забираются там организациями, которые предоставляют сервисы по сбору, а их просто нет, потому что этот рынок, он лежит на лопатках, и, к сожалению, пока не будет создана ситуация легальной продажи музыки в удобной форме для людей, я думаю, что вряд ли это поменяется. Но я, если честно, в это не очень верю. Мне кажется, что все должно стать в итоге бесплатным или почти бесплатным. Должно стать или станет? На мой взгляд, станет. Вы вот упомянули, что есть такая штука, как продажа музыки для фильмов. Это прям весомая статья доходов? Это может быть весомой статьей доходов на рынке, где киноиндустрия занимает, имеет такой большой вес. Поэтому если мы говорим о Америке или о Британии, то, безусловно, это может быть как и огромным промо для артиста, так и источником заработка. А в Украине вы знаете, какое кино снимается, и знаете, сколько его снимается. И поверьте мне на слово, бюджеты этих фильмов, они вообще не предполагают оплату работы артистов в каких-то объемах, да, то есть это формальные деньги. Поэтому где-то в цивилизованной части планеты да, у нас нет. Камила, а может быть вы знаете порядок цифр? Вот, например, Адель там записывала для Бонда. Это большие суммы в Великобритании? Спасибо, Камил. I don't know. I'm not party to those conversations, and it's not an area that I'm an expertise in. But
it's inevitable. She's a rising artist. She's sold more music in the world than anyone in 2016 and 2015. So it's just inevitable that she will get that kind of level of synchronization. And the money is really, really good. If you're on a blockbuster film, then you're looking at thousands and thousands of dollars just to be, just to be part of it. But then there's also, the art films that people give away the music for nothing. So it's a wide-ranging area, and I wish I could give you more advice on it, but I just don't have it. I don't want to put myself in that position. Как часто музыкантам предлагают работать за пиар? Все время. Музыкантам все время предлагают работать за пиар. Иногда это совершенно справедливо. Задача менеджмента разбираться в этом, насколько это уместное предложение, насколько оно нужно для музыканта, или где-то, может быть, это, эти предложения, они больше нужны вот людям, которые их делают, и меньше нужны музыкантам. Тогда можно как-то это корректировать ценой. Но в целом, как правило, сделки по синхронизации, а именно о попадении в кино, телепрограммы, рекламу, они очень часто сводятся к тому, что, смотрите, мы делаем вам такое промо, это будет везде в эфире, и вам очень повезло, что эта музыка окажется у нас в рекламе. Поэтому, если у вас нет эксклюзивного предложения музыкального, да, то есть то, что совершенно точно подходит, и больше ничего не подходит, потому что все в этой рекламе или в этом фильме сделано вокруг этой песни. Тогда да, тогда вы можете торговаться. Если это какое-то предложение, в котором может быть там еще целый список, кто согласится на пиар, тогда вы должны мыслить именно категориями: да, мне нужен этот пиар, мы хотим быть рядом с рекламой детского питания, или мы не хотим быть с рекламой детского питания. Это всегда выбор артиста и менеджмента. Вам есть добавить? Есть добавить такая мысль, и даже то, что был опыт, допустим, такого же общения у нас, скорее всего, даже не за пиар, а на каких-то бартерных условиях предлагали размещение по синхронизации. В частности, у нас был опыт плейсментов в Лигу чемпионов на английском канале BT Sport, то есть когда нам опосредованно не предлагали деньги напрямую, но предлагали использование музыки для того, чтобы потом, допустим, через организации по коллективному управлению возвращали эти себе деньги. И также, что за артист? Артист, электронный артист, как бы украинский. И второй момент был, на нас опять же выходили менеджеры из Британии с рекламного отдела Adidas. У них была рекламная кампания, которая запланирована была на YouTube. Вот. В принципе, единственное, что мы не сошлись на музыке. Но, опять же, это была бартерная сделка, то есть напрямую тебе деньги не платят. Кроссовками? Не кроссовками, а за счет возвращения денег с монетизации с YouTube. И, в принципе, то количество, условно говоря, просмотров, которое было у них по предыдущим компаниям, там позволяло примерно скалькулировать и понять, какая эта сумма будет. Потому что, в принципе, у них там по рекламным предыдущим проектам там порядка 30-50 миллионов просмотров. То есть, а за счет конкуренции на рекламном рынке там на YouTube в Великобритании это совсем другие цифры, нежели там отчисления, допустим, которые возвращают те с монетизации с России, там, с Украины, стран СНГ. Потому что у нас как бы таких рекламных кампаний нет, людей нет, которые платят деньги за продвижение на YouTube. Соответственно, как бы YouTube не с чего выплачивать эти деньги. Вот. Но еще второй момент, наверное, это то, что все зависит от того, с каким артистом ведут переговоры. Если артист большой, действительно, как Игорь сказал, у него есть возможность как-то повлиять на ситуацию, то да. А в большинстве своем для молодых артистов попадание уже в какой-то там эпизодический кусочек фильма, будь то титры или что-то еще, это огромная промо. И в большинстве своем как бы на этом работают эти компании по синхронизации. У нас тоже был опыт, когда Джеки Чан снимал фильм, нам поступал запрос, им нужен был русскоязычный трэп. А из таких, словно говоря, в нашем каталоге композиций не было, но были в России Богдан Титомир и Эльван.
То есть, это не наши артисты, и мы их просто связали, и дальше уже какая-то у них между собой история. Они сказали, мы деньги напрямую не платим, но это будет одна из самых крутых сцен в фильме, там, с какими-то разборками в гонконгском банке, в баре в каком-то, и вы там просто будете со своими артистами в самом, как говорится, экшене, и люди будут очень воодушевлены тем, что они услышат, увидят, и, собственно, это будет хорошим промо для артиста прежде всего. Перебью, мне кажется, эта панель уже удалась, потому что впервые в истории в одном предложении прозвучали Джеки Чан и Богдан Титамир. Это важно. Камил, как вы считаете, бартер и работа за пиар – это вообще прилично? Yes, you have to. It's about the hustle. We call it the hustle. You have to be able to know who you're dealing with, to be able to try and get the best possible deal for your artist, or if you are the artist, you need to know the landscape of the people that you're dealing with. But when it comes to a music industry which is a lot more where the infrastructure is of being able to pay, there is certain rate card levels that you have to just be happy with, and you can't do anything about it. But the whole idea of the publishing area and the copyright area is a negotiation, and if you have a good manager and a good team behind you who know the landscape and know the legalities, they'll be able to negotiate on your behalf. It's very hard for an artist to do this on their own, because you can get just drowned in the legality and the contractual situation. So it's always good to get good advice. There's places out there like the Musicians Union, or if you've got good, and there's Google interpretation if you can't understand it. But you can always ask for help. There should be there'll be a kind of area. I'm not sure if there's an area in the landscape here that gives you that kind of one-to-one help if you are trying to sort of negotiate yourself through a sponsorship deal or a licensing deal. But they're the entertainment lawyers of Ukraine, or these guys here would be able to give you the advice that you need. But yes, it's all about the negotiation. А с Лигой чемпионов получилось у вас, кстати? И какой там порядок цифр? С Лигой чемпионов там получилось так, что эти композиции были зарегистрированы в PRS for Music. Это английская организация, авторская. И, соответственно, они лицензию брали напрямую через нее. Они нас просто уведомили об этом, мы можем использовать. Мы говорим, да, не вопрос, как вы можете использовать, и все. То есть это была нарезка каких-то голов, да, видимо, что-то такое? Нет, это интервал. По сути, был матч Тоттенхэм, там с кем-то играл на канале BT Sports, и они просто использовали эту музыку в подзвучке в перерыве и в анонсе матча. То есть, в принципе, потом они после этого BT Sport добавил в плейлист у себя на Spotify этот трек, он там какое-то определенное время покрутился, они сделали рекламу в Твиттере, что смотрите, там в перерыве там то-то, то-то, вот такая-то музыка играет. То есть какое-то такое последовательное промо они еще со своей стороны делают. И, соответственно, автору и паблишеру в определенной степени капают относительно небольшие, но деньги, если там по меркам, наверное, европейских или английских артистов это не такая существенная сумма, то для наших артистов это нормально. Это порядка, там, может быть, 300-400 фунтов, условно говоря. А что за артист все-таки? Неважно, скажем так. А Джамали заплатили за поводырь, за музыку? Понятно. Очень хорошо. Я проболтаюсь, с Игорем предварительно общались, и он предлагал задать вопрос про отбор музыки для конкурсов. Я не предлагал? Я могу рассказать. Да, я просто даже вопрос не понимаю, но мне интересно послушать ответ. Тогда я должен сам задать себе вопрос. Так, смотрите, у нас просто была ситуация, и я подумал, может быть, вам интересно будет послушать. Ситуация была такая. Мы с Джамалой думали, зачем такой певице, как Джамала, участвовать в конкурсе Евровидения. И пришли к выводу, что есть смысл только тогда, когда ты в этом конкурсе побеждаешь. Это же конкурс, это как почти спорт, и в нем надо победить. А победить можно только с правильной песней, и в нужный момент, и будучи в очень хорошей форме, такой психоэмоциональной, и физической, и все должно сойтись, как и в любом том челлендже, в котором мы все участвуем. Да? Мы вроде занимаемся музыкой, а на самом деле
мы пытаемся добиться каких-то успехов в каждой из областей. И вот конкурс для нас был одна из этих областей. И она написала песню, которая содержала тематику такую достаточно провокативного, да, характера, нестандартную для Евровидения. Она содержала современный бит и аранжировку, и показывала ее, раскрывала как певицу. И вот мы на этапе национального отбора 2015 года эту песню написали и поняли, что мы не идем на этот отбор. Не идем. И она очень захотела песню выпустить, а, соответственно, сделать невозможным ее участие в отборе следующего года. Ой, извините, это там 14 и 15. Ну, в общем, за год до того, как мы попали. А я умолял ее этого не делать и оставить эту песню на следующий год, чтобы она была свежей. То есть мы сыграли вот в такую какую-то игру сами с собой и сказали, что мы ее не будем издавать, а издадим тогда, когда будем участвовать в отборе следующего года. И так и сделали. И победили в национальном отборе, и победили в самом конкурсе. Значит, я уверен, что мы бы с другой песней не победили. Если бы мы немножечко поторопились и эту песню сожгли в 2014 году, то ничего бы того, что с нами произошло сейчас, не было. Я все это рассказываю для того, чтобы сакцентировать внимание на том, что своевременность и осознанность ваших поступков, как музыкальных менеджеров или артистов, это принципиально важно. Это не менее важно, чем написать хорошую песню, не менее важно, чем быть хорошим артистом. Это та часть, о которой все забывают или не могут наладить внутри коллектива вот эти коммуникации, когда эти решения будут приняты, исходя из интересов артиста, исходя из возможных успехов и достижений, которые эти решения принесут. Поэтому вот ты задал мне вопрос, вот, я на него ответил. Я просто пытаюсь сказать что-то на основании реальных фактов, какие-то вещи, которые помогут разобраться в очень простых вещах. Почему нужно думать головой всегда и не заниматься музыкой как чем-то, ну, как бы своей мечтой. Это замечательно, это важно, это всегда, ты этим болеешь. Я музыку люблю с детства, но профессионально я занимаюсь 10 лет. И эти 10 лет я все время думаю головой, а с детства я ее просто очень люблю. Это классно, когда это пересекается, идет вместе, но без второго не получается добиваться успехов. Такая история. Спасибо, Игорь, за вопрос и за ответ. Давайте про Евровидение поговорим. Камил, вам плевать на этот конкурс? To be honest, no one votes for the UK, so we don't really care. No, but it is a big event, and we can see the potential of it. But in the last sort of 15 years, it's maybe a bit less. The UK has sort of taken it not so seriously, and there's a certain sort of part of society in the UK that celebrate Eurovision. It's usually the people that we associate it with it's kind of like being a bit gay. I'm not trying to be, but that those areas are where people celebrate it the most. In the general populace, it's something that happens once a year, but the selection process that happens in the UK for it is never taken that seriously, and sometimes it's considered a hindrance to actually be part of Eurovision if you're a serious artist. Because we know that the potential of that artist in the UK market is never going to be that big. And also for some artists, it's very short-lived as well. So I'm sure it's different for different parts of Europe, but for the UK, it's never been taken hugely seriously, not for a long, long time. Yeah. Григорий, вы как относитесь к Евровидению?
позитивно отношусь. У нас тоже был опыт в этом году. Мы работаем с Натой, с Анукой, с группой, как команда, которая занимается диджиталом и пиар-сопровождением. То есть, в принципе, поучаствовали в этом году, получили хороший опыт. И можем даже, вот помню, у нас там вопрос, который обсуждался и предложен был Игорем, как повлияло Евровидение на артистов. Я думаю, что он согласится со мной. Если мы сейчас Дашу попросим включить инсайты, наверное, то же самое у них происходило в социальных сетях после победы. То есть, условно говоря, это цифры, метрики со страницы Анука, который предоставил сервис Next Big Sound. И мы видим, условно говоря, то, что за неделю до, тут цифры, правда, не видно, там в районе 90 тысяч было импрессионов на Facebook, а после Евровидения там цифра увеличилась там, на 24 тысячи %. То есть это неделя после выступления в интервал акт. И то же самое произошло с YouTube. Мы увидели там увеличение просмотров роликов на YouTube там, практически там, в 10-кратном количестве. Увеличение произошло. То есть отчасти как бы это дало увеличение продаж и отчасти какую-то популяризацию аудитории той, которая не знала никогда об артисте. И мы получили очень много новых пользователей, которые стали следить за артистом, комментировать, так или иначе вовлекаться в процесс как бы коммуникации с артистом, покупать его музыку, просто следить за ним и быть в теме того, что этот артист делает. То есть отчасти, допустим, для наших локальных артистов, я думаю, что это большой трамплин. Даже независимо от того, побеждает он в этом конкурсе или не побеждает. То есть это в определенном смысле является такой некой площадкой. А ну-ка богач теперь после этого? Не знаю, посмотрим. Не знаю, к вам ли это вопрос, но зовут за границу? Есть менеджмент концертный, который занимается общими... Не в курсе, да? Не, в курсе, конечно. После выступления на Евровидении вот этих суперцифр? Есть запросы, конечно, за рубеж, и ближайшие выступления состоятся все практически за рубежом. Как вы считаете, почему Евровидение, даже для победителей, я сейчас буду очень осторожно формулировать, последние десятилетия Евровидение не становится трамплином для супер мировой популярности? Вообще мы не любим Евровидение, я вам честно скажу. Это комичный конкурс, который не посвящен музыке. Это такой чемпионат Европы по музыке. Но это, знаете, как в теннисе есть Кубок Большого Шлема, и все всерьез к этому относятся. А есть одна из дисциплин в чемпионате, в Олимпиаде, да, и это как бы не совсем серьезно, там теннисисты так развлекаются, это не всерьез. И, понимаете, это не может стать трамплином ни для кого, потому что это не существует в бизнесе, в рынке музыкальном. Это отдельно стоящее такое мероприятие. И у него своя аудитория. Это телевизионное шоу, надо это понимать. Оно не формирует настоящих мьюзик-лаверов, фанов, то есть движущую силу бизнеса. Поэтому мы на самом деле совершенно четко это осознавали на всех этапах. Победить в конкурсе — это значит привести конкурс в страну, тут галочка «Дан», дать молодым украинским артистам эту сцену, тут тоже галочка «Дан», о чем говорил Гриша, и вот какие-то такие тысячи и тысячи там процентов чего-то где-то, оно там какие-то кривые растут и извиваются в нашем сознании, но, к сожалению, это не дает настоящих возможностей, потому что настоящие возможности стоят за объективными показателями в том рынке, в котором мы работаем. Я вот в самом начале говорил, мы же в Украине находимся, и здесь рынка, он есть, но, к сожалению, кроме кривых мы ничего не можем показать, потому что люди нищие, потому что у нас за 3 года девальвация в 3 раза как бы людей втоптала в землю, и выбирать между тем, чтобы полечиться, одеться, отвезти детей в школу и заправить машину, и отдать кредиты, и вот все этот список, где там будет покупка какого-то музыкального сервиса, где там будет поход на концерт.
Этого не будет. Билет на концерт должен стоить 50 гривен, 30 гривен, чтобы люди ходили массово. Он не может стоить 200, и 500, и 1000 и так далее. Поэтому вот здесь ничего с артистом не может произойти, даже если ты выиграл Евровидение. В мировом контексте надо тоже понимать, что в разных странах, то, о чем говорила Камила, разные отношения к конкурсу. В Британии над ним стебутся открыто. То есть ведущие, в смысле комментаторы, которые комментируют Евровидение, они это все обсуждают, как вот в Северной Корее, там, я не знаю, ну вот что-то происходит. Они просто все время над этим ржут. Это так весело, это так классно, и в этом entertainment для там, BBC 2 или где там они это показывают. Потому что это смешно. В стране, в которой музыкальный рынок там в разы больше, чем в любой другой европейской стране, может даже в десятки раз, чем у большинства европейских стран, Евровидение, are you kidding me? То есть это не, ну это смешно. А в Швеции это чуть-чуть национальная гордость, потому что они 6 раз выигрывали. И потому что половина участников конкурса пишут у шведских продюсеров или пытаются им подражать, чтобы соответствовать некой конъюнктуре Евровидения. Ну, у всех по-своему, но это просто конкурс действительно для аудитории домохозяек, GAY тусовки. Камила пыталась быть политкорректной, мы очень ценим это. Да, действительно, все это смотрят ну и много-много людей этому даже поклоняются. Для них бородатая женщина в платье. Это было откровение, это было очень круто. Я считаю, что начиная с этого года и Джамала, и португальский победитель этого года, они как-то задали какой-то новый тренд в Евровидении, и мы очень счастливы, что именно так происходит, потому что нам не приходится краснеть за это. Вот оказывается, тут может быть место для музыки, для певцов, и люди это выбрали. Ну, как-то так. Если бы это было интервью, я бы обязательно в заголовок поставил «Мы не любим Евровидение». Чертовски кликабельно было бы. Вот, да, я вспомнил, что это же про деньги, и ты упомянул концерты опять, вот, и цену на билеты. Условно, если поход на концерт стоит 500 гривен, сколько из этого в итоге остается музыканту? Сколько уходит там на, не знаю, на звук, на свет, на работу техников и тому подобное? Сколько остается музыканту? Ну, из этих 500 гривен, слушай, мне так сложно посчитать на самом деле, но я могу сказать одно, что если ты хочешь сделать качественный продакшн, если у тебя будет хороший звук, у тебя будут экраны, свет, какие-то минимальные элементы сцены, такой более красивой, то это будет убыточный концерт. Значит, чтобы что-то осталось музыканту, хоть что-то, надо сыграть на вот местном звуке, который вот висит в клубе, и неважно, ну, если мы в центруме, то, наверное, тут что-то там, вот здесь или акустика, там уже что-то похуже. А если мы в Виннице, то что там, вот оно здесь, а там такое висит, что это просто, ну, ты это включаешь, и ты понимаешь, что ты не хочешь быть музыкантом. Не хочешь. То есть лучше выступать под фонограмму, без музыкантов, и еще лучше не ездить в Винницу, чтобы не расстраиваться. В смысле, там замечательные люди живут, и они придут на твой концерт, но ты ничего не сможешь сделать. Поэтому ничего не остается. Ну, у нас так. А там, где цена билета 50 фунтов, и как бы там уже висит то, что стоит здесь, какой-нибудь телеакустик или там DW. Ну, в общем, это все растет из экономики. Мы можем верить в светлое, прекрасное, любить музыку, стараться делать хорошие концерты, но я за большинство наших концертов кассовых, я доплачиваю. Такая вот конкретная информация. Мы доплачиваем, чтобы это был хороший концерт, чтобы люди увидели то, чего они, не выезжая за границу, скорее всего, никогда не видели. И нам приходится этим заниматься, потому что мы живем свою творческую жизнь вот в таких хреновых условиях, но хотим сделать ее лучше. И не только для себя, а для всех. Поэтому деньги зарабатываем мы скорее с рекламы, а в концертный продакшн мы вкладываем так, что доплачиваем за эти концерты. Если в зале есть музыканты, вот вам секрет успеха. Главный доход от концертов, которые убыточны. Мы уже почти час говорим, и, наверное, нам пора сворачиваться, но еще
вопросы из зала было бы здорово послушать, если они есть. Если нет, я продолжу что-то идиотское спрашивать. Есть вопрос у человека, который, я знаю, потерял голос недавно. Скажите, пожалуйста, а почему Джамала бы не выиграла в 2015 году с этой песней? Слушайте, мне стыдно, но я не помню, что было в 2015 году. В смысле, мы не то, что не выиграли, мы не пошли на отбор. А почему мы не пошли? У нас было глубочайшее недоверие к людям, которые этот отбор делают. У нас был ужасный опыт в 2011 году, когда элита нашего шоу-бизнеса в составе 11 человек вошли в преступный сговор и проголосовали за Нику Ньютон. Ну, таким адско-коррупционным способом. И у нас было колоссальное недоверие к любому другому жюри, которое отбирало участников в национальном отборе. Я не помню, что было в 2015 году, если честно, очень много было событий. Я просто рассказал эту историю только потому, что важно оставить песню, которая может принести вам какой-то успех, ровно до того момента, когда вы будете полностью готовы. Это касается любой молодой группы, артиста. Снимите на него клип заранее. Подготовьте лайв заранее. Подготовьте следующий шаг, следующую песню заранее. И только тогда выходите с той песней, которую вы считаете может привлечь к вам интерес. История была об этом. Сори, я потом вспомню. Не вижу, есть ли вопросы, я задам. Было в вашей практике такое, что вы видите очевидно гениального музыканта, но не пошло, не выстрелил? Ну, у нас именно как бы с молодыми артистами, отчасти, наверное, в электронной музыке, потому что мы начинали с нее. То есть действительно такое было, и в большинстве своем это связано, скорее всего, с какими-то личностными качествами самого артиста и с непониманием того, как функционирует этот рынок, и как функционирует этот бизнес. То есть неприятие вот этого парадигмы, как Игорь говорил, уже какой-то системной работы. То есть артисты в большинстве своем не любят, когда вмешиваются или что там говорят, как нужно делать. Когда, допустим, говорят, это люди, которые так или иначе имеют какой-то опыт в этом деле. И поэтому все конфликты отчасти происходят на этой почве. И действительно, как бы есть на моей памяти два талантливых артиста, которые действительно очень талантливые, которые признавали там и за рубежом, как бы, и местные, локальные какие-то там журналисты. То есть, но у них не пошло из-за того, что просто они сломались психологически. То есть вот это вот основная такая проблема есть. Назовите хотя бы первые буквы их имен. Ну, я думаю, что роли будет не играть, потому что они еще пытаются что-то делать, как бы, поэтому... Дорн. Самостоятельно. Камила, вы сталкивались вот с тем, что невероятно гениальный человек, но не получается? Yes, I have. There's lots of young artists out there that are trying their very best to be original and, you know, do all the right things, but for some reason it doesn't get the attention of radio, doesn't get the attention of, you know, the scene they don't get taken off, and they have a lot of money spent on them. You know, from all the artists that, you know, you see coming through the books in the UK, you know, you'll be lucky if maybe like 10 or 11 of them have a big hit that year, and from the hundreds and hundreds, you have to sort of be quite realistic with them, tell them that, you know, it's quite possible that it won't work, and with every will in the world from everyone working around the team, that you can see when something is going to connect and when it doesn't. And that's experience of being in a market where you've strived to sort of break an artist, and it's very difficult because there's a lot of competition. Григорий, а вот вы периодически вспоминаете электронных музыкантов. Вопрос такой, как вообще они сейчас живут? Потому что было время, когда диджеи были звездами, но сейчас, в общем, уже никто особо под окнами не дежурит, наверное, даже у самых топовых каких-то Ван Бюренов. На чем зарабатывает электронный музыкант сейчас? Ну, я думаю, что Ван Бюрену так или иначе все хорошо, но по той сфере, допустим, где мы занимались и где мы начинали в Украине свою деятельность как букинг-агентство,
и работали с диджеями, могу сказать просто следующие цифры. То есть это Саша вчера озвучивал на своей панели. То есть когда мы начинали до 2013 года, в Украине было порядка 90 клубов, куда могли эти артисты ездить так или иначе. Речь идет как бы о киевских артистах, которые выезжали там в ту же Винницу, Львов, там, Ивано-Франковск, Одессу и так далее. Была возможность у них там, скажем так, какие-то мероприятия. Винничан нет в зале сейчас. Вот. После всех известных событий рынок сузился, и на данный момент промежуточный итог тогда был 14 клубов, и сейчас это уперлось все в, так скажем, так называемый золотой клубный треугольник: Киев, Одесса, Харьков, все. То есть, по сути, больше промоутеров отчасти нет, которые возят артистов, и, естественно, как бы эти ребята, которые раньше зарабатывали там за выступление, за свое ночное, условно говоря, если мы берем Киев, там $150-200, и он мог за ночь объездить 2-3 клуба, а если выезжал на гастроли, получал там порядка $500-700, и мог неплохо, в принципе, себя чувствовать до кризисные годы, то сейчас, естественно, клубы уже не платят такие деньги, спонсоры из этого бизнеса постепенно уходят, как бы, и мы говорим о гонорарах, условно говоря, там в районе там $100 за выступление. То есть, когда артисты, им, во-первых, психологически трудно как бы перешагнуть эту ступеньку назад, опуститься, откатиться в эту всю историю. И второй момент, они же все с амбициями, так или иначе, и им хочется выступать и выступать, а делать это негде. То есть, естественно, обычно все это заканчивается тем, что люди находят себе какую-то обычную дневную работу и посвящают все свое время ей, оставляя каким-то своим творческой реализации все меньше и меньше времени. Но есть те, которые борются с системой, скажем так, пишут музыку, пытаются находить какие-то иные варианты заработка, работают с известными артистами как госпродюсеры, пишут музыку для них, и отчасти это есть путем их выживания, как бы, потому что не получается это деньги. Вот и все. То есть, ну, жизнь сейчас, если мы говорим об украинском диджее, она, конечно, не такая радужная, как была несколько лет назад. А корпоративы — это большая история для музыкантов? Сейчас я думаю, что нет. Игорь может, наверное, это подтвердить, как сузился рынок. Как сузился рынок. И если, опять же, те же диджеи, которые там, или электронные артисты выступали в правильных клубах со своей какой-то философией, то появляется заказчик из корпоративного сектора, предлагает гонорар в 5 раз больше, и он, естественно, там будет играть все, что попросит. Но сейчас таких возможностей для артистов все меньше и меньше. Какой был самый хлебный корпоратив у Джамалы? Самый хлебный. Нет, даже не... Давайте так, вот смотрите, я скучные вещи вам буду говорить, но оно так и есть, к сожалению. У нас есть слой ультрабогатых людей, которые считают, что они со своими коллегами или семьями, или со своим окружением могут веселиться качественнее, чем при походе на концерт. То есть они сами могут это все купить, поставить сцену, хороший звук, свет, экраны, заказать туда нескольких артистов, может быть, одного западного, может быть, сделать это где-нибудь в Венеции или где-то в хорошем месте, не здесь. И тогда это будет то, чего они хотят, они готовы платить за это любые деньги. И этих людей несколько процентов от населения. И есть другой слой людей, вот этот обнищавший, которому плохо, у которого нет возможности даже подумать о том, как они будут веселиться, потому что очень много дел, надо работать на 2 работах, надо выживать, кормить семью и так далее. Значит, что значит хлебный корпоратив? Корпоратив, когда ты приезжаешь за большой гонорар, бывали всякие случаи, но в целом мы устанавливаем какую-то цену на сезон и живем с ней. Корпоративы до 2014 года было основным источником дохода. До 2014 года какая-то была цифра. Я не знаю, по-моему, пик продаж был $40 тысяч. Когда-то было такое у нас событие. Это, с одной стороны, много, а с другой стороны, когда ты на дне рождения жены бывшего президента видишь российского артиста, который стоит 100 или 150, то ты думаешь, ты невольно как-то сравниваешь, думаешь, почему? Потому что нравится. Иногда это может быть Александр Малинин,
Давайте копнем дальше. Это может быть даже те, кого мы не знаем. А иногда это может быть Бочелли. Бочелли. Звезда как бы поп-классики, который здесь инкогнито у кого-то на домашнем празднике. Всякое бывает, но быть корпоративным артистом — это прежде всего быть популярным в какой-то промежуток времени своей карьеры. Потом добавляем к этому выслугу лет, 10, 15, 20 на сцене, и ты еще можешь работать, и может даже и что-то и делаешь, да? А твоя публика юношеская подрастает до возраста, когда они могут стать олигархами, ну, например, собирать какие-нибудь вертолеты где-нибудь в Славутиче. Так тоже бывает, это тоже олигархи, они просто не светятся, не занимаются нефтью, газом и чем-то таким. Вот вертолеты, просто вертолет. Или, например, айтишники, да, которые сейчас просто вот невероятно растущий такой сегмент, и среди них есть уже как бы миллионеры, которые хотят, ну, я не знаю, какая-нибудь Анука для них будет настоящим кумиром, и вопрос, как Гриша будет это продавать, например. Ну, понимаете, то есть... Более того, я скажу, что есть, допустим, там наши знакомые здесь в Киеве, которые работают, опять же, с украинскими компаниями, которые уже переехали просто из Украины там, в Лос-Анджелес, допустим, там, либо в Силиконовую долину, неважно. И у них, у этих ребят такое развлечение. Они, условно говоря, ездят по миру, снимают самые крутые клубы. Как Игорь говорит, да, это поколение уже молодых миллионеров. Они в основном зарабатывают деньги там, за счет того, что перенаправляют трафик, как бы, а это весомая, скажем так, часть рынка. Естественно, они себе могут позволить все, что угодно. И обычно такие вечеринки состоят там из 600-800 человек самыми лучшими артистами на данный момент в их понимании и вкусе как бы музыкальном. И поэтому для них вообще не стоит вопрос цены, не стоит вопрос логистики, как туда доставить этого артиста. Они просто хотят и делают, и все. И есть компании, которые это все обслуживают. Эти компании находятся на территории Украины, просто они вот мигрируют по миру, ездят, делают вечеринки в Австралии, в Великобритании, в США, неважно где. И просто туда все съезжаются, и для них это как бы тоже определенный сегмент рынка. Судя по всему, миллионерам быть достаточно удобно и приятно. Можно позволить себе многое. Да. Пришло время умных вопросов. Вот где специальный человек с микрофоном. Вопрос к Григорию по поводу вашей статистики видео Ануки с Евровидения. Очень много англоязычных комментариев видел на этом видео, и один из самых распространенных комментариев — это то, что Анука — это лучшее, что случилось за все Евровидение. Как вы считаете, как так получилось? И, в принципе, является ли Анука форматом для Евровидения, может быть, последующих годов? Ну, если да или нет, то почему? Ну, я думаю, что за НАТО я отвечать не буду. Она буквально вчера вышла программа «The Interview», где она сказала, что Евровидение — это тоже не ее формат. Ну, просто так совпало, наверное, что людям понравилась аудиовизуальная картинка, которая была на сцене. Чем-то она их зацепила и стала популярным среди иностранной аудитории. Тут как бы сложно спорить о вкусах, потому что ну, это такой момент как бы очень тонкий. То есть, условно говоря, и Женя Филатов вчера об этом рассказывал, когда они выпускали первый клип «Лук», его никто не воспринимал всерьез, а уже после выхода альбома на них обратили внимание. То есть это какие-то такие ментальные вещи, которые могут произойти с артистом. То есть, условно говоря, в этом году понравилось выступление Ануки, в следующем люди вдохновятся чем-то другим выступлением. То есть так совпало. Но в этом году, я считаю, все наши артисты, кто выступал, Монатик, Джамала, да даже Верка Сердючка, то есть все очень круто сделали свои номера. И, естественно, это понравилось аудитории. Они открывают для себя что-то новое, потому что для большинства Украины это неизведанная территория. Такая серая зона, где что-то происходит, но неизвестно что. Сори, я еще один вопрос задам. Камил, я недавно читал, что в Великобритании же выборы, и там очень серьезная велась дискуссия прямо на государственном уровне по поводу того, что нужно бесплатно выделять молодым группам залы для репетиций. У нас, чтобы какой-то депутат или там немыслимо, вот такой уровень дискуссии у нас немыслим. Действительно, были дискуссии по поводу бесплатных залов? I never heard that conversation. Do you not have a space here where people can have rehearsals for free? Is it available in this town where people can go and rehearse free? Is there? Yeah? Yeah? No, there isn't. Okay.
So there is spaces in the UK on a community level where you can go for workshops, where there is a space for you to record your music, and they might not be publicly funded, they might be privately funded, but they are part of, say, a charity trust or a young musicians trust, and it's a way for to get some investment back into the arts. And an arts program on a ground level is, it's been cut by the government, so you can see different sectors of the community being involved in helping young artists record. And you see these in areas where I live in the southeast of London. It's a predominantly Afro-Caribbean area. There's lots of community projects that you can get involved with children and teenagers, and help them sort of cultivate a voice for themselves, and that might be MCing, or it might be something like we've been able to put down a track in a recording studio that is then owned by the local college, or those kind of initiatives are quite prevalent. If you look for them, you will find them. И я еще добавлю на то, что я, по крайней мере, по тому же сотрудничеству с ПРС могу сказать, что у них есть фонд ПРС Foundation, который поддерживает молодых артистов, и люди отправляют заявки. То есть это, условно говоря, если представить, как это должно работать у нас есть ОАСБ, да, Организация по коллективному управлению авторскими смежными правами. Вот те средства, которые они собирают, выдают артистам, какую-то их часть, естественно, они себе забирают процент за сервисное обслуживание всего этого хозяйства. Но во многих странах Европы, в том числе и Великобритании, просто часть средств идет на поддержку молодых артистов. И любой желающий, любая группа может подать application, где они между собой там разыгрывают право бороться за там приз, условно говоря, в 50 тысяч фунтов, который даст им возможность начать свою карьеру на более профессиональном уровне. То есть вот я думаю, что таких вещей, конечно, у нас не хватает. Ну, было бы здорово, чтобы... Да, но это, как говорит Игорь, опять же, я с ним согласен, от того, что не работает сама система пока что. Вот и все. Очень сложно, потому что те цифры, допустим, которые мы там получаем от роялти там в Украине, от радиостанций, от авторских отчисления, но они копеечные, там смешные суммы вообще на самом деле. Даже несмотря на то, что у артиста может быть куча ротаций там за тысячи, за десятки тысяч, но по факту ты получишь мизерные суммы, потому что радиостанции, которые платят со своего дохода, должны по факту платить лицензионное вознаграждение со своего дохода, там определенный процент. Естественно, никто тебе прямые цифры не откроет и подадут там, условно говоря, пустую декларацию и скажут, нам не с чего платить эти авторские вознаграждения. Вот и все. Но было бы здорово, чтобы Тимошенко с Яценюком как-нибудь раз в Раде обсудили, что нужно, конечно, молодым украинским панкам выделять подвалы. Умные вопросы? Раз. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи достатньо українські музичні ЗМІ освітлюють діяльність молодих гуртів? Чи, можливо, потрібні ще ЗМІ? І, можливо, чи є канали, котрі молоді гурти могли б використовувати краще, більше і були б доцільніші для них? Дякую. Це питання до всіх, будь ласка. Як вам зручніше? Мне достаточно. Я люблю качественную журналистику, и те 1,5 человека, которые в нашей стране освещают музыку, Юра, 2,5 человека, которые освещают музыку, не будем уточнять. Я им благодарен, потому что долгое время не было и этого. Я не могу смотреть музыкальные телеканалы, потому что это музыка это каналы для сел, маленьких городов. Винница, кстати, довольно продвинутый город, а их очень много еще. В общем, я выступаю за прогрессивные СМИ, в которых журналистика существует не по названию, а по факту их деятельности. А деградантское музыкальное телевидение и радиоэфир, который просто вычищает какие-то даже попытки создания хорошего вкуса, наверное, это плохо, этого не должно быть, но это есть.
Ну, я, в принципе, согласен с Игорем, и на самом деле те 3 сайта основных, которые у нас сейчас есть, их вполне достаточно. Я думаю, что любой человек может зайти посмотреть, у них открыта статистика на каждой статье, сколько людей читает ту или иную заметку. Ну и, наверное, из этого складывается интерес. Если бы мы больше читали, то, соответственно, таких площадок появлялось все больше. А так, ребятам, я так понимаю, что хватает работы, и, в принципе, лучше пускай будут делать они, так как они это делают качественно, действительно на профессиональном уровне, это интересный контент. А что касается музыкальных каналов, то, мне кажется, сейчас уже вообще даже об этом можно не говорить, потому что любой пользователь может вбить в YouTube или в Google надпись той или иной группы, найти качественный контент и смотреть его столько, сколько ему возжелается, и не обращать внимания на какой-то программный формат, который тебе диктуют эти директора со своим музыкальным вкусом там, на различных ТВ-каналах, которые в нашей стране как бы существуют. Вот и все. И более того, которые существуют еще по старым схемам модели, когда отчасти там просят занести, скажем так, в кавычках, какую-то сумму денег для того, чтобы твой клип попал туда на ротацию. То есть это еще такие драконовские какие-то старые совсем методы, поэтому для молодых артистов, мне кажется, более актуально лучше сосредоточиться на новых медиа, на социальных сетях и продвигать свою музыку именно там. А такие люди, как Игорь Панасов, Сергей Кейн, я вас уверяю, отслеживают да, отлично со своей стороны отслеживают все, что происходит на новой украинской сцене, и стараются писать о каждом. Вот и все. А вот вы упомянули 3 ресурса. Я правильно понимаю, что это Карабас Лайв, Кома и Лерум? Или что-то еще вы бы назвали? Те ресурсы, которые прям именно акцентируют свое внимание на музыке и социокультурных проявлениях. То есть, ну, как бы они на данный момент как бы считают сейчас ведущими. Понятно, там есть еще там ваш ресурс платформа, да, но какая доля музыки там? Спасибо, я тронут. Не, я имею в виду, что... Я имею в виду, что это те СМИ, которые именно сконцентрировали свое внимание на музыке. И делают это хорошо, как бы, и делают это действительно достойно. Я думаю, что им нужно поаплодировать за то, что какими усилиями это дается. Вот и все. Это не... У них нет никаких там баснословных зарплат. Они в большинстве своем также вкладывают деньги в развитие этих ресурсов до момента того, когда они там встретились с Карабасом, так или иначе. Но это все отчасти держится на энтузиазме. Если люди будут смотреть, слушать, читать это все, это будет только лучше и лучше с каждым годом. Спасибо большое. На самом деле и так грустно, но вот когда послушаешь, так получается сплошной просто тупик. Но вот я понимаю, что в нашей стране должно что-то системно меняться. Вот. И мне интересно, есть ли у вас мысли по этому поводу? Вот, например, чудо бы произошло, и Игорь стал бы министром культуры, там, или что бы ты предложил? Может быть, нам стоит какие-то объединения создавать и так далее? Спасибо вам за вопрос. Да. Министром культуры. Это, конечно, это такая формальная должность в нашей стране, к сожалению, ничего не может измениться. Ну, смотрите, государство, которое ненавидит своих граждан, что может измениться системно? Ничего. Система, ну, в смысле, люди в этой системе меняются, а все остальное остается прежним. Я думаю, что надо сконцентрироваться не на проблемах, которые есть, и их решать, потому что на это может уйти, я не знаю, десятилетия, и, возможно, нам вообще перехочется всем заниматься музыкой. А надо создавать, созидать, делать что-то такое, что это, процесс этих изменений сделает необратимым. Есть такие явления, которые вот они включают всех, и потом все думают, а как же с этим жить дальше? Вот грибы появились, и все такие думают, блин, оказывается, это всем нравится, как же с этим жить дальше? И это музыка, и она всех включила, и она что-то в себе несет. И может там кому-то велосипед 2 колеса, и кто-то про велосипед, а кто-то про 2 колеса. И все это разделили и думают, о чем это? Это хорошо или плохо? Но это погружает людей в дискурс, в котором мы обсуждаем не новые там, не знаю, новое руководство ОАСП, а мы обсуждаем музыку, артистов, которые, да, провокационные, да, другие, но мы говорим о музыке. И Панасову есть о чем писать. И всем вообще есть о чем писать, потому что произошло что-то. Да? И, наверное, эти явления и создание этих явлений — это и есть то главное, чем мы можем заниматься. Вот я весь
всю нашу дискуссию, думаю, как быстро ответить на вопрос, как же зарабатывать деньги на музыке. Быстро, я думаю, надо ответить так. Надо заниматься собственной популярностью, известностью, надо кем-то стать, надо что-то сделать что-то выдающееся. Тогда на все нарастут люди, менеджмент, команда, внимание всех как бы участников индустрии, и тогда на этом можно заработать деньги. Собрать в той ситуации, в которой мы есть, зная про все сервисы, где по чуть-чуть мы можем и тут, и здесь там собрать как-то. Есть огромная механика, которая погружает молодых артистов в нюансы этого процесса и забирает у них время, талант и возможности делать то, ради чего они этим занимаются. То есть ради того, чтобы создавать что-то свое, создавать музыку. Поэтому надо заниматься собой, надо заниматься созданием крутых песен, и только это что-то поменяет. Будет много крутых музыкантов, вот они все вместе соберутся, крутые артисты, их менеджмент и все-все-все, покажут интерес к себе у публики, у тинейджеров, неважно. Есть же, понимаете, вот из тех людей, у которых нет денег, тинейджеры самые платежеспособные, потому что они безбашенные. Они не пойдут лечиться. Ну да, у них прыщи. Ну да, у них что-то случилось, они что-то подцепили. Да, ходят они в тряпье, а хипстерам не нужна. G-Star им не нужен. В смысле, им их друг пошил за 50 гривен, он в этих шортах будет ходить все лето, ему все равно. И это классно. И вот эти люди потратят $100 на концерт. Последние $100, которые, может быть, даже мама дала на первый семестр, чтобы он тут в Киеве жил. Но он пойдет на концерт того, чего ему нравится. Давайте создадим вот это, и окажется, что нас самая прогрессивная часть нашего общества поддержит деньгами, и тогда будет индустрия. Только давайте сделаем для них что-то такое, что им будет нужно. Спасибо большое. Просто хотел добавить, мотивация писать как раз вот крутые песни, как ты говоришь. Очень сложно, когда просто легче выучить кавера, пойти играть, потому что надо за что-то жить. Если мы говорим сегодня о продажах музыки. И поэтому, ну, как действительно Гриша говорил, что время создавать вот эти крутые песни просто ограничено. Это час там после работы, когда ты уже выжатый там. То есть вот в чем здесь как бы проблема, как это поменять? Ну, наверное, это поменяется только тогда, когда у нас будет работать вся система так, как она работает во всех европейских странах. Потому что, условно говоря, если мы берем артиста или композитора как такового, композитор там, во всем мире, у него нет такой, как таковой заработной платы. Вся его заработная плата состоит из авторских отчислений, которые они получают посредством работы с кем-то, допустим, да, они там пишут кому-то музыку, их там ставят как авторы, и они получают деньги за воспроизведение, за публичное исполнение и так далее и тому подобное. Они живут на эти деньги. Это деньги не маленькие во всем мире, в принципе. Когда ты посмотришь, сколько собирает американская компания Sound Exchange, за 2016 год они собрали больше $1 миллиард. PRS for Music собирает больше 600 тысяч фунтов ежегодно, PPL и много-много других организаций. Как бы. И, естественно, эти все деньги распределяются между авторами, и авторы получают свое вознаграждение, и тем самым это есть стимулом для их работы. У нас же как бы такого нет, и поэтому у нас перед артистом стоит два варианта выбора, то, чем он будет заниматься. Действительно, он как бы плюнет на все и будет сосредоточен на музыке, но, как говорится, художник должен быть голодным, либо же он будет искать какой-то компромисс между своей основной работой и творчеством. И в большинстве своем, даже в тех же европейских странах, артисты сталкиваются с теми же проблемами, что и мы. Да, у них там просто немножко проще за счет того, что есть системность какая-то во всей этой, скажем так, во всем этом бизнесе. У нас этого нет, и у нас, по сути, артисты, наверное, ценнее вдвойне из-за этого, из-за того, что они идут наперекор этой всей системе и делают творчество, которое действительно нравится огромному количеству людей. Поэтому у нас уникальная отчасти страна в этом плане.
Поэтому мы никак не можем системно поменять. Игорь все правильно сказал, что от перемены места, там, кто будет у нас министром культуры, там, неважно, это роли никакой не изменит. Прежде всего, должен измениться подход у слушателей. Они должны ценить тот продукт, который делают музыканты, ценить то, что делают артисты. И, поверьте, это им дается не так легко, как кажется со стороны. Поэтому, когда будет взаимное уважение к труду, взаимное уважение к творчеству, наверное, только тогда мы сможем действительно сказать, что у нас что-то изменилось в стране. А когда все, я уверен, что когда Джамала выиграла конкурс, когда Анука победила, выступила в интервал-акт, я думаю, что в Гугле были первые запросы: Джамала скачать бесплатно, Анука скачать бесплатно и так далее. То есть, когда я это видел, допустим, опять же на примере, был бы там тот конкурс не для домохозяек или для кого-либо еще, но тем не менее мы потом по продажам увидели, что пользователи там не искали, где скачать бесплатно, а шли в стриминговые сервисы, стали слушать музыку, заходили в iTunes, покупали композиции и так далее и тому подобное, потому что они уважают чужой труд. То есть это основа всего в любой сфере, какой мы не возьми. То есть уважительное отношение друг к другу. Поэтому нам нужно, наверное, прежде всего меняться самим. Тогда что-то изменится. Вот Игорь упомянул, что музыка есть, нам есть что обсуждать. Я вспомнил историю, мне очень понравилась. На днях у музыкального агентства «Ухо» была премьера оперы авангардной, и она вызвала противоречивые отзывы. Филипп Маркович, киевский музыкант и диджей, написал пост, что, боже, наконец-то у нас в Фейсбуке срач не по поводу политики или еще чего-то, а по поводу оперы. Так что все-таки движение вперед есть. И организаторы мне машут, что уже пора сваливать всем нам. Я хочу у Камил спросить, какого молодого британского музыканта сейчас послушать, чтобы через год потом всем говорить: я его еще год назад слушал. Кто вот такой прям на взлете сейчас? Посоветуйте музыканта молодого британского, которого мы не знаем. Can you recommend you some young artists to listen to? I'm not young, so I can't really comment. But there's a new scene happening in the UK called Trap. It's a US thing, so that's a big thing at the moment. Sorry, once more. Called Trap. Trap. Have you heard of that? Yeah, Trap. Look at Trap on any website, then you'll get the scene that's sort of emerging and it's sort of transferring over to the UK. My favourite at the moment is the new Alt J album. I think that's a very good album. I know you guys play it on the radio over here, so check out that one. But one thing I wanted to say, and it's really encouraging to hear what Igor and Igorski are saying about the industry here, and all it's going to take is to create an alternative to what is already existing for this in the system, and the alternative is going to have to be organised by you guys, all you guys, and that alternative has to be agreed upon, and it's like starting something again that's going to give you the framework to create something that's going to be strong, and the rights for the artists are going to be looked at and upheld, and only then will you be able to lobby the government to make those changes. So I encourage everyone here that's here in this room to look at the markets that are developed, look at the markets where there is a framework for artists to work in, what advice they're giving those artists, and create something that's going to be special for this country. We've got examples of people saying that it takes a bribe to get your music on the radio. It takes this to get the deal done with a sponsor. It doesn't have to be like that. It does not have to be like that. There's so much alternative media out there now that your online, your internet radios that are happening is where people need to concentrate and organise themselves and create the scenes that are going to be unique to this country. So I really encourage that. I really encourage that having this conference, it's the first one that you're having in the city. Don't let these conversations just disappear, and will be revisiting it and regurgitating the same information. Do something about it. I really urge you, make someone do the administration for it. Thank you. Спасибо, что послушали, спасибо, что задавали умные вопросы и слушали мои идиотские и
Опять-таки умные ответы. Григорий, Игорь, Камил, спасибо.